просто ситуация нас заставляет перепаковать данный автомобиль. Я этого, конечно, делать не хочу, но 3, 2, 1, перепаковать. Всем привет, вы на канале Diff, и вас, наверное, не покидает мысль, зачем я перепаковал гольф. Сейчас я расскажу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылка на все соцсети, как всегда, в описании. Ну и теперь я готов вам рассказать, зачем я это сделал. Как вы знаете, данный аккаунт я отдам победителю розыгрыша на 2000 подписчиков. И я так подумал, что тачка, недостойна данного победителя, что ли, она не прокачана полностью. И у меня было решение сделать лучше, перепаковать гольф и сделать тачку с роторным двигателем, а именно Mazda RX-7. Если честно, я подумываю даже себе на аккаунт на основу купить данный автомобиль и прокачать его в стоке. Напишите, как вам такая идея. И теперь вам должно было стать ясно, что перепаковал я гольф для того, чтобы сделать стоковую, но фуловую Mazda RX-7 с роторным движком. Да, это довольно интересно посмотреть вообще, как в игре прорисован роторный движок, так как у меня ни на одной тачке нет роторного движка. И прокачать, само собой, Mazda. В этой серии я прокачаю Mazda всеми деталями, что оставались от гольфа, а в следующей прокачаю я уже ее full, или предфул, кто как считает, если без чертежей, скорее всего это предфул, а может это и full для вас. Короче, доделаем в следующей части эту тачку и уже вручим аккаунт победителю. В принципе, сейчас я решил собрать подвеску, и если честно, не знаю, какой радиус колес должен быть у Mazda RX-7. И я распаковал колеса 14 радиуса, я думаю, они подходят данному автомобилю. Если нет, конечно же, я их в следующей серии заменю на мне нужные. Теперь готов установить слики, и после сликов установлю полностью всю подвеску, так как после гольфа у нас должна остаться полностью вся подвеска. А у него она была, между прочим, вся собрана, и собрана она была самыми лучшими деталями за баксы. Так что проблем у Mazda с подвеской точно не будет. Так что быстро устанавливаем пружиночки, стойки, тормозные колодки, тормозные диски, пневмоподвеску и бегом ее настроим. Конечно же, настраивать буду, как всегда, на глаз. После ролика уже более детально вникнусь, как вообще поднастроить эту Mazda. Может быть, ролик сниму, как настроить вообще автомобиль. Хотя недавно выпускал ролик про комплексную настройку. Но я думаю, еще один ролик будет не лишним для вас, так как часто все-таки мне задают этот вопрос, как настроить автомобиль, помоги настроить автомобиль. Я считаю, что лучше выпустить ролик, и вы сами разберетесь, как настраивать, и тогда у вас не будут возникать такие вопросы при каждом вашем новом фуле, предфуле или вообще при новой тачке, которую вы захотите прокачать. В общем, подвеска готова, я ее плюс-минус на глаз настроил и двинулся в кузов. По кузову у меня тоже есть все детали. Как все, наверное, тут нужно поставить будет филибар, так как тачка заднеприводная, а у меня растяжки стояли на гольфе. Наверное, растяжки мы будем продавать, а потом уже в следующей серии купим, скорее всего, филибар, так как в этой серии у меня, скорее всего, бабок не хватит. Да, короче, не буду сейчас продавать, что-то обменивать, пытаться подзаработать больше. В общем, только вот максимум, что только что сделал, продал, и все, больше ничего не будем по велибару сегодня решать. По обвесам, тут есть спорт, сток, стрит и JT. Я, скорее всего, поставлю спорт, а может и быть стрит. Вообще, я бы в стоке оставил автомобиль. Но я так понял, что лучше всего собирать стрит или спорт. Мне кажется, что в нашем случае больше подойдет стрит. Хотя сейчас, не знаю, посмотрим еще пороги. Пороги тоже и стрит, и спорт есть. И я думаю, давайте поставим все-таки спорт. Нет, стрит. Будем ставить стрит, короче, как я и хотел. Поставлю стрит обвес. И, не знаю, может надо было и сток оставить, напишите в комментах. Но я пока поставлю стрит, если что, всегда можно будет обвесы на тачке поменять. А вот передний бампер я, честно, хотел бы поставить GT по приколу. Я не знаю, что он дает, но он все-таки единственный. Но поставлю стрит, чтобы был полный комплект, скажем так. По кузову в данной серии, скорее всего, все, не будем сюда возвращаться. Выхлоп у меня есть две детали, это глушитель и паук. Нет у меня пламя-гасителя.
Пламя-гаситель поставим тоже, скорее всего, в следующей серии. И теперь самое интересное, мы перешли к разделу турбо. Тачка вообще у нас вроде бы крутит много оборотов, что-то около 9000, но у нее небольшой объем двигателя. А это значит, что сюда пойдет система турбо. И, кстати, на гольфе стояла такая же самая система, но турбинки там были, конечно, не самые топовые, поэтому турбинку мы продаем благополучно и поставим в этой серии хотя бы одну хорошую турбинку. Сейчас разберемся, какая подойдет, вот потыкаем, посмотрим, какая по характеристикам нам будет больше всего давать пикового момента и пиковых лошадок, ту и мы установим. Конечно, мне, кстати, интересно вот теперь снять ролик в топ без баксов. Вот сейчас довольно интересно попробовать, и может даже, кстати, получиться. Так что, если вам бы было интересно посмотреть еще раз на данный проект, но уже в новых реалиях, напишите в комментах, возможно, сниму. Турбо мы, короче, собрали, установили одну турбинку, поставили те детали, которые были сняты с гольфа во время перепаковки. Теперь в двигатель установил коробку с гольфа, я думаю, она сюда хорошо встает. Также поставил сюда пневмошифтер, устанавливаем чип. Чип нам подходит, потому что он сделан под данный класс автомобилей, под класс, и мы его устанавливаем. Это EQ800 чип. Все остальное по двигателю я пока трогать не хочу. Я лучше прокачаю тачку чертежами, а уже в следующей серии тогда уже полностью доставлю все недостающиеся детали. Я думаю, это будет правильным решением. Также устанавливаю полки. Полки у меня были, и я их не покупал. Вообще, сегодня экономный ролик получается. Не нужно было копить ресурсы. И, наверное, я все-таки сделал правильно, что решился сделать все-таки стоковый автомобиль, и он будет хотя бы пред-фулл или фулл, но не в том состоянии, в котором был гольф. Да, ты скажешь, типа, ресурсы у тебя ж не добавились от этого, согласен с вами. Но, сейчас конкуренция в R-классе на платформе iOS минимальная. Я считаю, что данный автомобиль даст неплохой такой толчок, буст этому аккаунту. Сейчас я настроил надув, и мне подошла пружинка с 100% жесткостью. Нажимаем сохранить, и дает она нам 564 лошадиные силы на тонну. Это немного, вообще в данном классе Mazda качается до 2500 лошадок. И после того, как я настроил надув, я сразу же двинулся прокачивать тачку чертежами. Я постарался прокачать тачку всю в синие чертежи, а некоторые детали прокачал в фиолетовые чертежи. Это было практически половина на половину, даже я бы сказал, что синих деталей осталось гораздо меньше, и потом большинство фиолетовых я еще прокачал в желтый. И на Мазде стало 800 лошадиных сил на тонну, и я подумал, можно было бы накинуть на нее какой-то прикольный винил, но на рынок, когда я двинулся, я таких винилов не обнаружил. Сейчас я вам продемонстрирую это. Перед роликом я смотрел, возможно, какие-то винилы добавились, но до того было 5 или 6 винилов, и они мне ни один из них как бы не понравился. Вот сейчас я посмотрел рынок, и по факту добавилось еще 2 винила, но они мне тоже не зашли, и я оставлю пока тачку в фиолетовом цвете, возможно, в следующей серии еще и нарисую винил. Также я поставил тачку на учет, поставил на нее номера, и теперь я еще предлагаю покрасить диски и полки. Предлагаю покрасить их чисто в черный цвет и, возможно, даже затонировать тачку тоже в лабаш полностью в круг пятеркой в черный цвет. Да, кто подумает, что типа что за пятерка, просто так сказал, как в реальности вот пятерка самая такая глухая. В игре тут, конечно, нет таких названий, тут просто она по оттенкам более светлее, более темнее, но вы поняли, я думаю, суть. Теперь что, когда я покрасил полностью тачку, полностью полки, диски и также затонировал ее в черный, можно выйти и пойти посмотреть, что у нас осталось в инвентаре. Заходим в инвентарь, смотрим. Цена инвентаря сейчас на данном аккаунте 78 тысяч монет. Тут, в принципе, ничего не осталось. Пару ящичков, пару деталей для свапа и чуть-чуть деталей в разном, которые в следующей серии тоже продам, так как будущему владельцу они будут ни к чему, они уже никакой тачки не подходят. И я думаю, пора от них избавиться.
Вот, в принципе, все, что я установил. У нас только лишь собрана полностью подвеска. Во всех остальных ячейках нам нужно будет поставить еще недостающиеся детали. Также еще я настроил после прокачки чертежами, настроил угол опережения зажигания, настроил давление в шинах, настроил антикрыло. И, кстати, мне было довольно увлекательно смотреть на угол опережения зажигания, так как я впервые вижу роторный двигатель, а это еще роторный двигатель, который оказывается двухсекционный. Короче, прикольно, разрабы заморочили, что есть много разновидностей двигателей. Ну как много? Немного, но они есть. В общем, Mazda в итоге вышла на 880 лошадиных сил на тонну на конец этой серии. Вот такие у нее характеристики. И я думаю, всем интересно посмотреть, как Mazda поедет заезд 804 метра. Да, я вообще не понимаю, как сейчас классить этот первый заезд на данной Mazda. Что тут, как переключаться, просто прогрею резину, надеюсь, из-за этого у нас не будет дикой запинки на старте. По факту не должно быть, так как у нас прокачаны не только подвеска, а еще и другие элементы. И да, у нас нет никаких запинок, буст неплохой на старте. И я, кстати, даже в передачу вроде бы попадаю. До 4-й передачи у нас был такой динамичный разгон, но на 4-й, вот переходим на 5-ю, и уже на 5-й передаче мы валим под 330 км, если быть точным, 328 км в час скорость на финише. Результат по времени 804 метра 13 секунд 31 сотая. Я считаю, для 880 сильной тачки это вообще лучший результат, а тачка, напоминаю, наполовину лишь прокачана. И я думаю, данная тачка будет гораздо лучше смотреться, нежели смотрелся наш Гольфик. Да, Гольфик мне очень нравился, Гольфундер, но вы его, если честно, сильно не любили, у вас не было никаких положительных комментариев про данный автомобиль, вы не ждали серии про него. И вот я решил, что пора его заменить, и надеюсь, Mazda вам понравится чуть-чуть больше. Так что жду ваши комментарии про Мазду. Следующая серия про нее выйдет совсем скоро. Возможно, она выйдет после отдачи аккаунта, возможно, нет. С вас, как всегда, лайк, подписка. С вами был Дифи. Пока.